Пару дней назад, гуляя по старому городу, я подумал, было бы классно приплыть в Книдос на лодке, как это делали в свое время спартанцы. Лодку, как у спартанцев, я не нашел, но зато нашел вот эту прекрасную яхту с парусом, которая отвезет меня в Книдос. В 394 году до нашей эры в этом месте проходило величайшее сражение, величайшее морское сражение между персами и спартанцами. В августе 394 года до нашей эры, в день солнцеворота, в бурных водах Эгейского моря, у западной части полуострова Книдос, грянула морская битва при Книде, сокрушившая спартанскую мощь и ставшая переломным событием Каринфской войны. Объединенный флот из 170 кораблей Персии, Афин и Кипра, ведомый мастерством афинского стратега Конона, разбил 85 кораблей Спарты. Спартанцы, попавшие в западню узких вод Триопианского мыса, скованные скалами, пали под шквалом финикийских стрел и натиском греческого авангарда Конона. Союзники Спарты дрогнули и бежали к берегу. Великий воин и наварх Писандр, верный спартанскому духу, пал с честью, защищая свой корабль до последнего вздоха. Над гаванью Книда вознесся Книдский лев, венчая триумф, а храмы Афины и Зевса озарились дарами славы. Подплываем к Книдосу. Здесь уже видны руины кругом. Древний город. Что-то так быстро закончилось путешествие. Ну все, я покинул судно и направляюсь сейчас в древний Книдос. Ребята там пошли с охраной договариваться, чтобы я mог пройти. Assalamu alaikum. Aleykümselam, hoş geldiniz. Çadırda kalmak istiyorsa bak bir ikinci otoparkta Karavanın yanında. karavan yanında He. ya da bir ikinci otoparkta aşağısında orada kalabilir ama söyleyin ateş yakmak kesinlikle yasak. Yasak olduğu için Tamam. en fazla otoparkta müsaade edebiliyoruz. Tamam. You can stay there, but you can visit here. Yeah, окей. Что-то у меня аж глаза разбежались, я даже не знаю, в какую сторону идти. Везде так много древних этих руин. Со всех сторон так много. Вот. Я решил начать с маяка. Вот я вижу здесь маяк в горах. Пойду, до него дойду. Ну а дальше уже прогуляюсь по самому городу. Город, конечно, потрясающий. Очень красиво здесь. Очень красиво. Все в руинах, везде, куда ни посмотри, везде вот какие-то древности. Так, я вот вижу здесь тропа, пойду-ка я по ней. Конечно, под таким углом. А у меня рюкзак сегодня... Рюкзак-то у меня по полной загружен сегодня. Ну, ничего страшного. Дошел я до древнего маяка. Сейчас, конечно, здесь уже новый маяк, но там вот справа, когда поднимался, там были руины. Это конечная точка, это северо-запад, ну, судя по компасу. Отсюда открывается вид, да я бы даже сказал, отсюда видно Грецию, остров Кос, справа Бодрум, это у нас остров Нисирус.
это у нас Кос. И справа, вот за этим электрощитком, у нас находится Бодрум. Но его не совсем отсюда видно. Он получается как бы за горой. Но кусочек маленький можно разглядеть. Очень красиво здесь. Но это уже новый маяк с турецким флагом. Отсюда вид на город открывается. Достаточно такой красивый. Но видно, город большой был. Очень красивый здесь. На Триопианском мысе, где скалы, подобно молчаливым стражам, возвышаются над прозрачными водами заливов Сими и Керме, раскинулись гавани Великого Книда. Небольшая гавань, защищенная стеной и широкой набережной, выступающей от материка, была местом стоянки 20 боевых кораблей. Большая гавань с 2 искусственными молами, построенными из массивных каменных блоков, уходящими на 30 метров в глубину, принимала торговые суда, что везли монеты с ликом Афродиты, знаменитое книтское вино и другие ценности к далеким берегам. Книт вел торговлю с Египтом, имел склады в Дельфах и основал колонию на одном из Иолийских островов у северного побережья Сицилии. Раскопки в этих местах обнаружили амфоры, рельефы и надписи мореходов. Во времена Кира Великого у залива Сими, где проходит узкий перешеек, жители Книда пытались прорыть канал, но Дельфийский оракул остановил их замысел. Геродот писал: «И вот, когда жители взялись за работу, оказалось, что рабочие стали получать ранения. По их словам, оракул Пифия дала ответ стихами: «Не ройте истму, стен не возводите. Если бы Зевсу было угодно, он сам сделал бы этот мыс островом». Получив такое пророчество, книдяне прекратили работы. В центре он какой-то курган или что это. Ну, конечно, вот старые дома, они отличаются. Вот эта вот кладка. То есть она прям выбивается из контекста. Интересно, конечно, наблюдать за всем этим. Тут такие плиты, распилы. И тут же сразу рядом какие-то домики. Такое ощущение, которые строились какими-то пастухами неопытными. В IV веке до нашей эры древнегреческий скульптор Прокситель создал Афродиту Книтскую, первую обнаженную статую из поросского мрамора, ставшую воплощением божественной красоты и признанным шедевром античного искусства. Статуя Афродиты, высотой около 2 метров, с мягкими линиями и реалистичными формами, изображала богиню, готовящуюся к омовению. Окруженная садом в 3 акра, она грациозно возвышалась на террасах у Большой гавани, поражая античных зрителей своим великолепием. Лукиан в «Эротах» воспел ее красоту так: в центре храма возвышается богиня, высеченная из поросского мрамора, с легкой улыбкой на устах и едва приоткрытым ртом. Ее волосы струятся волнами, обрамленные простой повязкой, лоб сияет чистотой, а брови искусно очерчены. Глаза, полные живости и мягкой глубины, словно излучают свет. Левая рука богини слегка прикрывает ее наготу, а на левом бедре виднеется пятно, подчеркивающее ослепительную белизну мрамора. Мастерство Проксителя было таково, что твердый мрамор в его руках оживал, передавая нежность. Древний храм, выполненный в коринфском стиле, с колоннадой и мраморным алтарем, имел 2 входа, позволяя созерцать красоту Афродиты. Вероятно, к южной стороне храма Венеры примыкала стоа Сострата. Помимо культа Афродиты,
В городе возвышался Теменос матери земли Диметры и храмы, посвященные Афине, Аполлону, Дионису и Артемиде, с мраморным алтарем богини Луны Гекаты. Храм Аполлона находился на Триопианском полуострове. Здесь же находились храмы Посейдона и нимф Нереид, дочерей мудрого бога морей Нерея, так как Дарийские игры в Триопии посвящались им наравне с Аполлоном. Геродот писал: 6 дарийских городов возникли из 6 дарийских областных союзов. Их общее святилище находилось на Триопианском мысе у Книда. Стадион, необходимый для таких праздников, также находился в этой зоне. Будете в Турции, обязательно приезжайте в Книдос и посмотрите все своими глазами. Место потрясающее. Очень, очень сильно мне понравился этот город, его расположение. Ну и да, кстати, если ты еще не подписался, самое время. Подписывайся на мои каналы. Ссылка есть в описании. Ставь лайки, пиши комментарии, звони в колокольчик. Ну, а я пошел дальше в театр. Посмотрим, что здесь еще интересного есть. Античный Книд был родиной математика Евдокса, открывшего звезду Канопус и разработавшего теорию гомоцентрических сфер, кардинально изменившую представление человечества о Вселенной. Вот это вот солнечные часы. Обсерватория Евдокса, где он наблюдал звезду, стояла на вершине холма, так как, по словам Страбона, она находилась чуть выше высших домов города, но только вершина обеспечивала обзор горизонта на севере. Здесь жили Ктеси, автор истории Персии, знаменитый, но невысоко ценимый историк, бывший главным врачом персидского царя, и Агатархит, описавший Эритрейское море. Город имел 2 театра – большой, на 5000 зрителей, и малый. Храм Вакха, учитывая наличие 2 его статуй, несомненно существовал и, скорее всего, располагался рядом с малым театром, так как культы Венеры и Вакха часто были связаны в дарийских городах. Так, я не понимаю, как тут в театр-то попасть? Что-то я тут блуждаю. Заблудился в Книдосе. Чуть не наступил на него. Черепахин такой здесь. Тин-тин-тин. Ничего себе он шпарит-то как, а? Вот это, да? Вот это он чешет. Вот это я понимаю скорость. Дружище, ты куда? В театр, что ли, побежал? Хожу тут по террасам. И вот нашел здесь. Я даже не знаю, что это такое. Может, какой-то дом был? А здесь вот рядом уже театр. Так он выглядит. Сейчас я спущусь туда вниз и посмотрим его поближе. Я решил остаться сегодня в Книдосе. Там вот террасы. Я там нашел место. Такая зеленая лужайка, поляна. Я там вещи все оставил. Сейчас вот спустился в театр. И давайте посмотрим его. Он небольшой, но достаточно такой красивый. Главное, у него интересно, он прям так вот выходит на море. Прям красота. Там вот слева можно видеть
еще древний театр. Здесь уже, конечно, реставрация. Здесь вот статуя и кресло. Вот так выглядело древнее кресло. Такая вот она красота. Да, шикарный город. Дает такое представление о древних, даже после реставрации. Очень красиво. Ну что же, на этом мое посещение древнего города Книдос подходит к концу. Если вам нравится мой формат, подписывайтесь на мои каналы на Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. Ссылка будет в описании. Ставьте лайки, звоните в колокольчик. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Совсем забыл про колонны, показать, какая красота здесь была. Сейчас покажу. Поднялся на гору. Книдос остался вот там вот внизу. Сейчас покажу все. Здесь тропа проходит. Рядом с городом на высоте 300 метров возвышался Акрополь, откуда открывалась великолепная панорама на море. В 2 километрах от восточных ворот вдоль древней дороги расположился некрополь с гробницами и мраморными саркофагами. Служа маяком для мореходов у Большой гавани на утесе, круто обрывающемся с 60-метровой высоты в море, в древности возвышался Книдский лев, воздвигнутый в честь Зевса, Афины и морской победы Конона над объединенными силами Спарты. Его взгляд, устремленный к далеким островам Кос, Несирос и Родос, олицетворял мощь и триумф. Высеченный из пентелийского мрамора, длиной около 3 метров и высотой почти 2 метра, с глазами, сияющими изумрудами, этот колосс, вдохновленный гробницей царя Мавсола, венчал пирамиду, окруженную дорическим перистилем. Внутри гробницы укрывался толос с куполом, хранивший память о павших героях. В XIX веке при поддержке клуба дилетантов группа контрабандистов под руководством Чарльза Томаса Ньютона тайно вывезла Книдского льва в Англию, в одну из частных коллекций. Ныне муляж Книдского льва хранится в Британском музее. Согласно одной из легенд, львов было 2. В I веке до нашей эры Книдос погрузился в вечную тень забвения. Начиная с XIX века, город неоднократно подвергался разграблениям, что нанесло сокрушительный удар по культурному наследию человечества. Безграмотный наместник Мухаммед Али Паша вывез почти весь мрамор для строительства своего дворца в Египте. Английский аристократический клуб дилетантов несколько раз направлял экспедиции в древний город для разворовывания сокровищ Книда и пополнения частных коллекций. Ни один античный город не был разграблен так безжалостно и беспощадно, как Книд. К 21 веку Книд, некогда богатый произведениями искусства афинской школы, скульптурами Скопаса, архитектурой Сострата, статуями Минервы, Диониса, Диметры, Аполлона и великим шедевром Проксителя, легендарной Афродитой Книдской, словно в насмешку над прошлым, превратился в жалкий аттракцион. Самодельные фонтаны, кафе, установленные между гаванями, стали символом своеобразной твердыни искаженной истории, навсегда погрузившей в небытие величие морского союза дарийских городов.
Ой, кто-то там внизу по красоте стоит с палаточкой. На мотоцикле приехал. Ой, красавец какой. Хороший такой подъем здесь. Скоро спуск начнется уже. Чуть-чуть вот осталось. Сейчас попробую найти проход внутрь, потому что я смотрю вот здесь вот забор. Может, внутрь нельзя. Так, я нашел проход и зашел внутрь. Giriş nereden yaptın giriş? Нидим Сахин. В общем, вот этот агрессивный представитель музея, чего, я не знаю, он какой-то сумасшедший. Подошли к жандармерии, он начал мне рассказывать, что я типа здесь через забор куда-то перелез. Начал орать. Вообще, конечно, странный тип такой. Вот сейчас я иду с полицией, они меня ведут. Ну, собственно, посмотрим, что из этого выйдет.